on my pillow, leave the winter on the ground. Великая сила искусства. Автор Айя, соавтор Адорада. Читает Кэт Вилд. Глава 6. Приведя себя в порядок, Чимин вспомнил про свои планы — позвонить в бюро. Но Намджун его опередил и позвонил сам. В тишине гостиничного номера еще в 9 утра раздался громкий звонок телефона. Агент снял трубку у себя в номере, выслушал неутешительную новость о том, что пока ничего на этого Ли найти не удалось. Что-то такое он тоже предчувствовал, но попытка не пытка, стоило попробовать. Поэтому проснувшемуся Тэхёну Чимин с порога предложил еще раз навестить мистера Ана. Может, он вспомнит, как выглядел этот парень. Составим фоторобот, хоть что-то, кроме имени. Будешь кофе? Он еще горячий, недавно принесли. Таблетку, кофе и апельсиновый сок. Простонал довольно бледный напарник. Ведь знал же, что нельзя пить виски следом за вином. Завтрак не нужен. «Сядь!» — потребовал Чимин и вновь снял трубку уже в гостиной, чтобы заказать напарнику сок. Сходил в свою комнату за таблеткой. Ему помогло довольно быстро. Тэхёну тоже должно было помочь. Довольно скоро принесли заказ. Чимин пододвинул к дивану столик на колесиках. Сначала вручил стакан воды и таблетку. Потом все остальное. «Поесть нужно хотя бы через какое-то время», — упрямо заявил. «Я сам пока ничего не ел, но можно взять с собой каких-нибудь булок. Ты же их любишь». Тэхён хотел огрызнуться. Кто любит домашнюю выпечку, но промолчал. Чимин не виноват в его головной боли. Он его пить не заставлял, только предложил. «Предлагаю тем же вечером попить чаю». Слабо улыбнулся он. «Поддерживаю. Можно и просто воды попить». Чимин улыбнулся в ответ. «А как же бильярд с Оливией?» Вдруг вспомнил. «Ух, сначала чай, потом бильярд», — предложил Тэхён. «Или наоборот. А ты играешь?» «Предлагаешь мне присоединиться?» «Да, я играю. У нас в отделе. Во что только не играют. Постоянно устраиваем всякие соревнования. То футбол, то боулинг, то бильярд. И я стараюсь участвовать. Хотя меньше всего мне нравится играть в карты, потому что в них мне чертовски не везет». Оливия говорила, что у них в этом отеле половина команды разместилась. Так что найдем 4-го игрока и можем сыграть. Партию 2 на 2. Должно быть весело. Тэхён отпил кофе и немного просветлел лицом. «Присоединяйся, пожалуйста. Только...» Он поймал пальцами рукав Чимина и потянул его к себе, понизив голос. «Не забудь про свое кольцо». «Снять или надеть?» — не понял тот. «Я присоединюсь. Но что, если 4-м игроком тоже будет девушка? А если симпатичный парень?» Он угляделся в глаза Тэхёна и сам не мог ответить. Какой вариант для него сейчас был бы предпочтительней? «Я бы предложил надеть. Ну, смотри сам. Может быть, даже по обстоятельствам». Тэхён моргнул. Он бы с радостью отказался от бильярда, чтобы отдохнуть и выспаться. Но ведь пообещал же уже, а обещание надо держать. «Чимин», — Тэхён убрал руку, — «о нашем вчерашнем разговоре. Если ты захочешь, мы можем к нему вернуться. Я не буду тебе об этом напоминать, но и забывать о нем не стану. В любом случае, что было в Алабаме, останется в Алабаме». Он подмигнул. «Я пока не знаю, готов ли я продолжать этот разговор, но...» Чимин взял свою чашку и размешал в ней кусочек сахара. «Спасибо тебе. Мне правда повезло с напарником и новым другом». «Мне тоже нравится с тобой работать». Тэхён тепло на него посмотрел. «И общаться. Я рад такому другу. Будешь писать мне письма, когда вернешься в Вашингтон?» «Вообще, я уже успел подумать о том, что мог бы совсем переехать в Сан-Франциско». Чимин спрятал свою улыбку за чашкой, наблюдая за реакцией.
Но если я на это не решусь, то обещаю писать и просто приезжать в гости. Мне нравится, одобрил Тэхён. Оба варианта. Но, боюсь, ты не решишься оставить своего друга в Вашингтоне. Он за мной переедет. Соскучится, не сможет без меня и приедет, смеясь сказал Чимин. Тебе полегчало? Может, все-таки возьмем что-нибудь на завтрак? И нужно ехать к мистеру Ану. Работу никто не отменял. Тэхён прислушался к ощущениям и расплылся в улыбке. Слушай, да, полегчало. Давай позавтракаем и начнем работать. Перед домом мистера Анна стояли машины полиции и скорой помощи. Тэхён нахмурился, побарабанил пальцами по своему колену. Что здесь случилось? Если у него проблемы, наш разговор может затянуться. Догадаться мы все равно не сможем. Нужно сходить и проверить. Чимин решительно вышел из такси и дождался Тэхёна уже у входа в дом. С полицейскими у агентов бюро в любом штате и при любых условиях было что-то напряженное в отношениях. Никому не нравится, когда ты делаешь свою работу, а тут внезапно появляется кто-то слева и диктует свои условия. Поэтому все присутствующие стражи порядка, а их было аж 3, сразу напряглись. Стоило Чимину с Тэхёном посвятить своими удостоверениями и представиться. Мистер Ан лежал на полу, неподалеку от письменного стола. Врачи диагностировали остановку сердца буквально полчаса назад. Чимин выслушал отчет полицейских. Практически сквозь зубы старший офицер высказывал его. Прошелся по комнате, словно сканировал обстановку. Это было крайне подозрительно. Что их единственный, причастный к делу, к тому же сознавшийся в связи с подделками, был мертв в самой важной сейчас точке. Мне нужны все документы после вскрытия, а также отчет о том, что здесь не произошло преднамеренное убийство. Делайте свою работу, офицеры, мы более не будем вам мешать. На столе Чимин заметил чистый лист. Ручка лежала рядом, как будто небрежно выпала из руки мистера Ана. Что он собирался написать и кому? Одному Богу только известно. Выйдя на улицу, Чимин от души выругался и полез по карманам в поисках сигарет. Курил он очень редко. Вот в таких случаях, когда и матерился так злобно и грязно. Блядские лошади, ёбаная жара и полная херня с этим, мать его, мистером, чтобы ему там черти сковородку пожарче сделали. Не мог он откинуться попозже, а? Да, он знал, что это слишком, но очень не любил застревать в тупике. Тэхён, несмотря на досаду и разочарование, не выдержал и заржал в голос. Ого! Думал ли я, когда ты появишься у меня на пороге, что ты так умеешь? Ситуация действительно была тупиковой. Теперь выйти на этого Ли Сабера можно было только чудом. Давай дождемся отчетов. Хотя, мне кажется, это смерть по естественным причинам. Все документы, что нам были нужны, мы изъяли. Хотя я бы еще запросил всю бухгалтерию за последние годы по его операциям с антиквариатом и картинами. Если полиция сочтет нужным арестовать бумаги. Иначе придется делать официальный запрос родственникам. Тэхён и сам достал сигареты, затянулся глубоко и предложил. Я вот думаю, может сразу из Алабамы лететь в Лос-Анджелес? Второй коллекционер оттуда. А потом уже спокойно вернемся домой. Да, это хорошая мысль. Но билеты возьмем на завтра. Желательно днем. Нужно немного отдохнуть после этого безобразия. Ну, какого черта он так взял и умер, а? Чимин затушил сигарету о какой-то столб и выкинул окурок в урну. Ну, еще что-нибудь съесть. Отлично. Перекусим, вернемся в отель, поплаваем в бассейне и вечером поиграем в бильярд. Тоже предложил план дня Тэхён. Может быть, нам предоставят отчет уже сегодня. Без него все равно мы не сможем поставить здесь точку.
Я бы не рассчитывал на это всерьез. Ты же знаешь, они нас не любят. Пока не прижмешь, не будут сотрудничать честно. Я про полицию. Кстати, расскажешь, почему ты предпочел работать в бюро? Ну, за обедом. Чимину нужно было немного отвлечься от той злости, которая поселилась внутри из-за неожиданного обстоятельства в этом деле. Но стоит отдать мистеру Анну должное. Благодаря его внезапной кончине Чимин и думать забыл о том, что с ним случилось накануне, и что Тэхён для него самого открыл. И ведь не первый день работал. Ведь уже знал, что нужно вытягивать все и сразу. Не оставлять на завтра. Не предусмотрел, не рассчитал, забылся. Но нужно собраться, взять себя в руки и не позволить на очередной развилке вырасти очередному тупику. Чимин не для того пришел работать в бюро, чтобы вот так беспомощно себя чувствовать. Я думал о полиции в свое время, но потом понял, что не хочу носить форму. Со смешком сообщил Тэхён, когда они с Чимином устроились в маленьком ресторанчике и сделали заказ. Ну, вообще, я просто люблю красивое. Поэтому, когда мне предложили работу в бюро в нашем отделе, я тут же согласился. Знаешь, это все довольно спонтанно происходило. Он заливисто засмеялся. Ты бы, наверное, в ужас пришел. Никакого плана не было. А ты как попал в ФБР? Формы ему хватило в армии. Формы и оружия. Тэхён ненавидел запах пороха и горячего металла, вес оружия в руках. Тэхён ненавидел убивать людей, какими бы целями это ни оправдывалось. Ненавидел, но умел. Но об этом ему было рассказать вслух не легче, чем Чимину признать свои проблемы. Никакого плана не было. Это что, название фильма ужасов? Засмеялся Чимин. Бррр. Наверное, очень страшный фильм. До армии я не мог определиться, куда я хочу пойти учиться. Хотя мой отец был полицейским, и, наверное, выбор был сразу очевиден. Мы договорились обсудить мою учебу, когда я вернусь. Но пока я служила, отца не стало. Рак. Он уже не смеялся и недолго помолчал. Поэтому я решил исполнить его мечту — стать агентом бюро. Он же по возрасту не проходил, когда стал гражданином США, а у меня были все шансы. В чем несомненный плюс нашей работы — это ранний выход на пенсию. И вновь улыбнулся, подняв стакан с яблочным соком. Они же сегодня решили не пить. Если доживем, конечно. Не жаль, мягко сказал Тэхён. Терять родных очень больно. Он предполагал что-то подобное еще прошлым вечером, когда Чимин упомянул мачеху, сестру и Намджуна. Но озвученная причина сразу сделала картинку объемнее и яснее. К этой чертовой болезни нельзя быть готовым. А как ты стал заниматься именно искусством? Тэхён поспешил вернуться к безопасной теме работы. А вот это как-то случайно получилось, отвечал Чимин, неспешно попивая сок. Сначала я был стажером, как и все. В небольшом отделе по поиску предметов искусств были сложные времена. Потом как-нибудь расскажу об этом. Но однажды меня направили с командой на поиски пропавших у одного коллекционера полотен. Точнее, мы искали группировку, которая промышляет похищением картин. А там как-то все обернулось, что я стал ключевым звеном в этом деле. Словно в каком-то кино все прозакрутилось вокруг меня. Словно какое-то провидение заставило меня раскрутить несколько мелких зацепок. Произошли случайные встречи. Пригодилась помощь Намджуна. Конечно, как человека, разбирающегося в искусстве побольше моего. Ну и понеслось. Потом были другие картины, поделки, драгоценности, ценные бумаги. Пришлось учиться разбираться во всем этом самому, по ходу работы. Самое сложное дело с похищением Босха из Национальной галереи было для меня и самым опасным. Чуть не погиб. Он погладил ладонью правую часть груди, где спустя 4 года остался только небольшой шрам.
Но мне нравится эта специфика. Гораздо интереснее, чем всякие террористы и наркодельцы. О, и в твоей жизни есть место случайностям, обрадовался Тэхён. Это точно. Работа у нас интересная. Да и клиентура наша в целом поприятнее, чем наркодельцы. У нас нужно головой думать, а не только ногами и силой. Он фыркнул, знал, что в этом звучит некоторый снобизм. Ну что же поделать, так чувствовал. Расскажи про Босха подробнее. Ему нравилось, как рассказывал Чимин. Тот выдерживал тонкий баланс между лаконичностью и интересными подробностями. И очень мило оживлялся, когда говорил о чем-то ему интересном. А Тэхён всегда любил смотреть на увлеченных людей. «Неужели ты не слышал об этой громкой истории?» — изумленно спросил Чимин. «Это же было практически ограблением века. В самом Вашингтоне посреди буквально бела дня унесли самого Босха. Мы очень долго расследовали эту кражу, выясняли, как вообще такое могло произойти, что сделать, чтобы этого больше не повторилось. Почти 2 месяца ушло на поимку похитителей, а взяли их довольно простым методом. Когда картину наконец решили продать, почувствовал, что страсти вокруг нее улеглись. Я вышел на них, как потенциальный покупатель. Долго втирался в доверие своей поддельной истории, но в день сделки что-то пошло не по плану. Мой напарник силой заставил меня надеть бронежилет под рубашку. Но это выглядело слишком комично, очень заметно. Мне и так еле-еле доверяли. Мы даже поскандалили по этому поводу. Он рвался поехать вместо меня, потом выставил снайпера на слишком заметной точке. Знаешь, когда я падал на землю, получив пулю, я думал, какая ирония, ведь картина называлась «Смерть скупца». Ну, какой же я скупец? Возмущенно подумал я тогда, я же просто экономный. А когда я очнулся в больнице, то узнал, что успел подстрелить главного из этой шайки. Вообще этого не помню. Помню только свое возмущение. Видимо, руки сработали вперед головы, а дальше дело техники. Остальных быстро повязали и благополучно вернули картину в галерею. Над моими откровениями Намджун, да и весь наш отдел еще несколько недель смеялся. Слышал, конечно, но знаю только то, что было в газетах, рассмеялся Тэхён. На самом деле польщен, что работаю с человеком, который вел это дело. Вы тогда очень профессионально работали, несмотря на все неожиданности при задержании. Я, признаться, в такие передряги с оружием на службе не попадал. Как-то повезло. Но задержания у нас проходили довольно спокойно. Интересно, как будет с этим делом, подумал он. К вечеру никаких полицейских отчетов так и не поступило. Хотя Чимин несколько раз звонил в местное отделение. В Сан-Франциско, в бюро и даже в Вашингтон с последними новостями и просьбой как-то ускорить этот процесс. Документы обещали только завтра к обеду, не раньше, поэтому нужно было просто ждать, а заодно продемонстрировать напарнику весь свой рациональный подход к работе. Чимин занял весь обеденный стол, разложив на нем листы формата А4, ювелирно склеил их друг с другом, так что получился большой формат. А потом принялся за какую-то магию, иначе не назвать. Потому что каждая линия, каждая буква на его схеме этого дела была на своем месте. Ровная, четкая, правильная. Если бы самому, наверное, в художнике или даже в инженера с такой точностью и способностью прочертить ровную линию от одной точки к другой. Под именем Ли Сабера Чимин поставил большой вопросительный знак, оказавшийся на стыке 4 листов, ровно по центру. Имя мистера Ана заключилось в правильный четырехугольник с весьма заметным крестом, как на могиле. Под каждым фигурирующим в деле именем, уже мелкими буквами, но не менее красивыми, Чимин выписал краткую историю, основные моменты, даты встречи, разговоров. Работников аукционного дома мистера Андерса
он разделил на 3 основные группы. Тех, с кем удалось побеседовать и кто не вызывал никаких вопросов. Тех, кто их вызывал, и тех, с кем поговорить в тот день им так и не удалось. Николь Андерс, как и ее брат, конечно, были выписаны крупнее своих сотрудников. Чимин оставил довольно значительное пустое место для коллекционера из Лос-Анджелеса и ненадолго оторвался от своего занятия. Обернувшись к напарнику с вопросом, как там его зовут, отмер Тэхён, завороженно следивший за его действиями. Знаешь, Чимин, если я надумаю жениться, я попрошу тебя писать приглашение на свадьбу. А нашего коллекционера зовут Алан Кармора. И представь себе, он не кореец. Тэхён фыркнул. Количество азиатов в последнее время забавляло даже его. Признаться, я никогда раньше о нем не слышал. Он как-то особо нигде не светился в кругах коллекционеров. Намджону я подписывал, хмыкнул Чимин. И чем это все закончилось? Разводом. Он вывел имя второго коллекционера, оставив пустое место для будущей информации. А возраст его известен, а то приедем, а его уже и в живых нет. Почему-то Чимин даже не удивился бы такому раскладу. Все в этом деле было какое-то издевательское. Самое задевающее агента даже не общее количество азиатов на сантиметр листа, а вот этот вот, конкретный, под чьим именем красовался знак вопроса. Чимин всегда составлял подробные схемы при каждом деле. И никогда он так долго не смотрел на одно имя, не чувствовал за ним чьей-то нахальной усмешки, как сейчас. Конечно. Часто к завершению дела вся его красиво выстроенная схема превращалась в хаос. Что-то было перечеркнуто, переписано, стерто. Но он не был бы с собой, если бы перед финальным отчетом не перерисовывал бы каждую схему, начисто, прикладывая ко всем остальным документам по делу. Даже не ради чьей-то похвалы, а потому что в каждом деле Пака Чимина должна присутствовать красивая и понятная схема. Нет, к сожалению, только адрес. Тэхён смотрел в центр схемы, взял другой лист бумаги и начал заполнять его ровными столбцами иероглифов. Какой же это Ли? Не знаю даже, имеет ли это значение, но это Ли Сабера звучит как вызов. Нарочитое несоответствие резало ему слух, словно уже в имени было зашифровано что-то. Что-то, что он не мог понять. Жаль, что ты не знаешь китайского, посетовал он, когда начал вторую колонку. У меня никаких ассоциаций пока не возникает, но буду думать дальше. Давай позвоним Намджону. Он знает, предложил Чимин, и только после этого взглянул на часы. У них еще 10 вечера. Навряд ли он уже спит. Набрать? Ого, так поздно. Давай, посоветуешься с ним, а потом в бильярд. Тэхён потянулся всем телом. Тогда Чимин отложил ручку и дотянулся до телефона. Трубку снова снял Ханбин. Намджон оказался в ванной, поэтому Чимину пришлось минут 10 общаться с ребенком, что его, конечно, не расстроило. Этот мальчик был для него кем-то вроде племянника, как и дочь Саджуна для Тэхёна. Серьезный, но иногда безумно хаотичный, прыгающий с темы на тему, открытый миру, Ханбин был весь в отца и тоже любил поболтать с Чимином. Его звонкий голос был слышен даже Тэхёну, сидевшему рядом. И рассказы про комиксы тоже слышны. Когда, наконец, к трубке подошел Намджун, Чимин даже не сразу вспомнил, по какому поводу, собственно, позвонил. «Интересные у вас запросы, конечно», — заметил тот, устраиваясь поудобнее. «Только почему вы решили, что у фамилии китайская? Она может быть и корейской, и вьетнамской, и английской, и даже норвежской». Чимин повторил все это на всякий случай своему напарнику, придвинулся к нему ближе,
переместив трубку к другому уху, чтобы не приходилось пересказывать. А Тэхён сразу услышал слова, доносящиеся из нее. Тэхён придержал его за талию и примостил подбородок на его плечо каким-то очень естественным жестом. И как понять, с какой мы имеем дело? Ну так по написанию, конечно. Которого, как я понимаю, у вас нет, хмыкнул Намджон. Погодите, а в документах о продаже картин нет подписи? Есть. Ну, разумеется, на английском, вклинился Тэхён. Но в Японии такой фамилии же быть не может. Имя-то явно японского звучания. Никак не может. Вы совершенно правы. Немного мягче, с улыбкой сказал Намджон, услышав незнакомый голос. Но сразу догадался, кому он принадлежит. Только толку-то мало. Это может быть фальшивая фамилия, как и полотна, которые он продал. Тимин еще вчера ввел своего друга в курс дела. Он ведь ему доверял и много сотрудничал. Намджон сидел в своем кабинете и занимался переводами. Но как часто он помогал Чимину, сложно пересказать. А на английском? Там какое написание? Какие буквы? Уточнил он немного погодя. Л, Е. По буквам ответил Чимин, отделяя каждую. Точно. Корейская или китайская. А остальные варианты отпадают. А есть какие-то известные китайские или корейские семьи с этой фамилией? Вслух подумал Тэхён. Мы с вами до конца следующего месяца разговариваем, я так понимаю, усмехнулся Намджон в трубке. Это вторая по популярности китайская фамилия. Конечно, есть. Вам из какой области начать перечислять? Тэхён щекой потерся почти об ухо Чимина, сдвигая щекотавшие его волосы, и предложил. Художники, бизнесмены. Черт, мы так ни к чему не придем. Я даже не представляю, с чего начинать. Дайте мне день. Я пришлю вам факс, предложил Намджон. Но не думаю, что это будет полезно. На то, чтобы их всех отыскать в ближайший год, потребуется задействовать всех наших сотрудников из бюро, включая ваше подразделение в Сан-Франциско. Да уж, это слишком затратно, кивнул Чимин, соглашаясь с его словами. Ладно, Намджуна, спасибо за помощь. Нам пора собираться. У нас впереди бильярд с Оливией. Поцелуй Бинни от меня, хорошо? Завтра позвоню. Удачного вам бильярда с Оливией. Был рад помочь. Хорошего вечера, сказал Намджун и отключился, чтобы тут же поцеловать сына в макушку, как Чимин и просил. Чимин встал, чтобы вернуть трубку на место, а затем обернулся к Тэхёну. Я переоденусь и пойдем, хорошо? Вы вроде договорились на 9:30. Как раз успеваем. Уже у себя в комнате он провел рукой по своему плечу, а потом почему-то улыбнулся. Lay a whisper on my pillow. Leave the winter on the ground. I wake up lonely. There's air of silence